Котлета, которую чаще всего путают с котлетой по-киевски. Это котлета по-донбасски. Эти котлеты я научилась готовить раньше, чем узнала вообще их название. То есть я как бы знала, что это не котлета по-киевски, а просто котлета с маслом. Но разница все же есть. В отличие от Chicken Kyiv, котлета по-донбасски готовится из свино-говяжьего фарша. Конечно, вас никто не будет осуждать, если вы добавите фарш и курятину, но главное слово здесь это то, что мясо должно быть перемолотым. Также особо не заморачиваются с маслом и практически никогда не добавляют в него специи, хотя это допустимо. Дальше сама панировка. Чаще всего это просто обычные сухари, но иногда добавляют мускатный орешек молотый. А в остальном все как обычно. На полкилограмма фарша приблизительно 1 большая луковица. Мы не добавляем хлеб, мы не добавляем яйца вовнутрь фарша, просто мясо с луком. Свои котлетки я решила приурочить к приближающемуся празднику и сделать их в форме жопок. Котлеты можно фритировать или жарить в масле на сковородке. Также можно их запекать в духовке. В шорте я рассказывала, что я использовала вид кляра, который на самом деле не является кляром, поэтому он мне не очень получилось, и я дожаривала на сковородке, хотя котлеты у меня запеченные. На гарнир я использовала советский салат и рис. И вуаля!